Итак, всем доброй ночи. Как я и обещала, сегодня мы снимаем рассказы зрителей, точнее их рассказы, но напечатала их все рассказы Яна и будет передавать вам эти рассказы, а в конце я буду комментировать, если есть на то нужда. Хочу вам напомнить, что у нас есть мистические истории, рассказы зрителей, там 4 или 5 часов аж прямого эфира, где я включаю голосовые людей, и там весьма интересно, действительно, такие жизненные ситуации, что аж волосы дыбом просто становятся от этого ощущения жути, ну реальной жути. И кому нужно, кому интересно, можете этот прямой эфир тоже посмотреть. Сейчас я поудобнее поставлю камеру, и Яна будет читать рассказы зрителей. А если будет нужно, я, естественно, прокомментирую в конце. Вот так вот я. Вы ставьте, чтобы вам было удобно наблюдать. Нет, я здесь буду смотреть. Угу. Главное, чтобы тебе было удобно. Вот огонь. Я думаю, очень красиво смотрится на фоне огня. Итак, начнем. Был у меня такой случай. В 1996 году я учился на 4-м курсе военного училища. Ну, в общем, в лейтенанты готовился. И ходили мы периодически в караулы, склады имущества, технику и всякие там ракеты и снаряды охранять. Караула было два. Один на территории училища, а второй в учебном центре за 20 километров от Тулы. Во втором карауле был один пост – автопарк. Автопарк через забор примыкал к старому курсантскому городку. Старый городок был построен на месте какого-то весьма старого кладбища, которое заровняли. И, как полагается, в таких случаях городок этот как-то неожиданно сгорел. Ну и не стали больше судьбу испытывать, и его бросили. Городок построили в более мирном месте. Так вот, на этом посту, который возле этого места стоял, всякие жуткие вещи творились. Целые легенды ходили про этот пост. Туда на спичках тянули, кто пойдет в караул. Регулярно там по ночам появлялась фигура в черном плаще и с капюшоном. Ну, часовые со страху по два рожка в нее высаживали. Караулы туда по тревоге регулярно бегали на автоматной очереди, и часовых оттуда забирали полуживых. Вообще место жуткое, освещение плохое, много всяких закоулков темных. Похаживал я на этот пост частенько. Привидение жуткое мне это видеть не доводилось, но довелось увидеть другое чудо чудное. Так вот, 8 мая 1996 года, примерно часов 8 утра, сидел я на вышке и книжку читал. В общем, всячески нарушал устав гарнизонной и караульной службы. Сижу, читаю себе, светло, тепло, птички чирикают. Вдруг слышу, меня зовут. Выглядываю с вышки, а там мой товарищ стоит. Кстати, сейчас подполковник ФСБ. И с автоматом, как положено, и на меня смотрит. Он менять должен был на посту. Прошу заметить, что смены еще минут 40 должно быть. Да и один он не мог прийти. Менять вся смена приходит во главе с разводящим. Я удивился. Говорю ему: ты чего пришел? Еще до смены 40 минут. Он молчит. Я так напрягся с слегонца. Автомат взял и к нему спускаюсь. А внизу возле боксов машины в ряд стояли. Их только из Германии пригнали. Нас как раз тогда из Европы уже выгоняли. Как сейчас помню, он поворачивается и уходит за красную пожарную машину с надписью «Уэссер». Я за ним. И все. Я, весь пост прочесал, каждый закоулок. Все, никого. А через полчаса он пришел с разводящим и сменой. Я ему вопрос задал, он на меня глаза вылупил. Короче говоря, не было его там. Может возникнуть подозрение, что это они надо мной так подшутили. Но у нас с такими вещами не шутили, ибо можно было и пулю словить. Дисциплина была к тому же на уровне. В итоге так и осталось все это мистической загадкой. Вот теперь я объясню вам, что это такое. Мне интересно, кто рассказал эту историю. Роман. Роман? Тогда у меня вопрос к Роману. Скажите, пожалуйста, этот человек, которого вы видели, который как бы
вам знаком был, да, но это был не он. Это человек живой. С ним после этого случая ничего не случилось такого, потому что если вы видите чей-то двойник, вот бывали случаи, когда человек заходит к себе домой и вдруг на кухне видит своего там отца, который живет очень далеко, за 1000 километров. Зашел и раз и резко видит там знакомого человека, родного человека. А ты что здесь делаешь? А ты что, приехал, что ли? И раз, и это все видение исчезло. Через некоторое время этого человека не становится. Как правило, видеть двойника – это к смерти человека или к какому-то какой-то большой трагедии в жизни этого человека. Екатерина Великая увидела свою смерть. Ночью караульный увидел, как к тронному залу идет Екатерина Великая. Но она идет вся одетая в своей этой короне, в которой короновали. То есть эта корона была такая, праздничная корона. Она не надевалась на каждый день. Это особая корона, большая императорская корона, и она весит довольно так тяжело. И ее она надевала на такие особые случаи. И вдруг караульный 2 часа ночи видит, что Екатерина Великая идет к тронному залу. Они все поклонились, открыли двери, естественно, испугались, но один из караульных не выдержал, подбежал к спальне все-таки посмотреть, как императрица одна встала, оделась, вся такая без помощи слуг, и идет к тронному залу. Когда она подошла туда, то увидела ее служанку, которая спала возле дверей. Она ее разбудила и попросила посмотреть, императрица там ли или нет. Та зашла и сказала, что императрица спит. А что нужно? И вот в этом шуме, разговоре Екатерина просыпается и спрашивает, что случилось, о чем шумят. И им пришлось признаться. Они сказали: Ваше Величество, вот кто-то в вашем одеянии пошел к тронному залу. Она не поверила, она вообще не верила в мистику. Она называла там людей, видимо, просто наученные горьким опытом, всяких юродивых. Она издала указ, чтобы их вообще наказывали, сажали, чтобы не пускали. Один из юродивых даже сказал дату ее смерти, и она постоянно открывала и читала. В дневнике написала: этот вонючий, несчастный, бродяга предсказал мою смерть такой-то, такой-то дате. Читаю и смеюсь. Постоянно она это читала. По сути, она вроде бы не верила в это, но обратила очень такое пристальное внимание. Но был граф Калиостро, который подсунул свою любовницу под, скажите мне, под Потемкина. И, скажем так, она ненавидела этого Калиостро, выгнала как афериста, шарлатана и прочее, прочее. Видимо, вот после этого у нее вот это неприятный негатив именно касаемо людей силы был. И она не поверила, она подумала, что они бредят. И приказала повести их к тронному залу, то есть ее. Когда подошли к тронному залу, открыли дверь и увидели, что на троне сидит Екатерина. И Екатерина Великая, которая сидела на троне, смотрела на Екатерину, которая стояла в ночнушке. И ошарашенно смотрела на свой трон. И тут караульный не выдержал и сказал: как ты смеешь, неизвестная там женщина, непонятно кто, нарядившись великой императрицей, прийти и сесть на трон. И тут та Екатерина, которая сидела на троне, громко захохотала и исчезла. И Екатерина Великая упала в обморок, упала прямо на руки солдат. Этот случай описан. Когда она пришла в себя, она сказала: я скоро умру, за мной пришла смерть. И после этого, буквально через 20 или с чем-то дней, ее не стало. Вот такое было, и это было не единожды. Елизавета Петровна увидела себя из окна, увидела себя молодую, собирающую розы. Начала кричать, рядом был
Шувалов, она сказала: Сашенька, подойди сюда, подойди сюда. И он побежал и сказал: посмотри, вот кто там. Тот посмотрел и просто был ошарашен и говорит: матушка, это же ты в молодости. Вот, Шувалов был ошарашен, и эта женщина повернулась, улыбнулась, поклонилась Елизавете и просто исчезла, растворилась, ее не стало. И они вдвоем долго сидели и думали, что это может быть. В конце концов Елизавета сказала: ну не зря же я видела отца на днях, и он говорил: Лизонька, иди сюда. А там такое поле красивое. Даже в фильме этот момент сняли, где она рассказывает: вот я стою, такое поле ромашковое, и батюшка говорит: Лизонька, иди ко мне. Она сказала: я скоро уйду. Так что вот видеть двойника кого-либо, это очень плохо. Своего двойника, если это реальный человек, это тоже неприятно, скажем так. После этого тоже бывают неприятности, но это хотя бы живой человек. А видеть двойника своего или себя в молодости, например, или кого-то из близких, который, резко исчез. Не скажу многих, но это не такой редкий случай, когда действительно человек заходил домой и видел кого-то близкого, знакомого, и ошарашенный такой: а как ты здесь? А что такое? Откуда ты? И раз, и нету человека, исчез, в воздухе растворился. Это нехорошо. Вот о чем речь. То есть вот это было видение. Рассказывай, Ян. Дело было так. Устроилась я с подругой на подработку летом по изготовлению разных корейских салатов. Несколько раз просили остаться на переработку, потому как много заказов, а домой нам недалеко, минут 20-25. Но обычно начальство переживали за нас, после переработки подвозили домой. Я сейчас остановлюсь, потому что Инга отошла чуть-чуть. Она должна это слышать. Ну, чтобы объяснить вам вот эти случаи. Сейчас я начну читать таинственным голосом. О-ха-ха-ха-ха. Все. В пятый раз, когда мы остались, шли пешком, машина сломалась. Идем, болтаем, на улице почти полночь, а подруга у меня вообще трусиха страшная. В это время у нас в городке появился маньяк. Было убито 5 человек. Его вовсю разыскивали, город маленький. Итак, прошли мы половину пути. В центре, возле старого магазинчика, светил в то время один единственный высокий фонарь. Село. Выходит на свет оно, по 2 метра ростом. Никого, нигде, как назло, из людей вообще нет. Я понимаю, что у страха глаза велики, но там вообще не человечьи глаза и полный неадекват. И мы две маленькие, худенькие девочки по 18-19 лет, под 160 ростом. Бежать некуда, нужно сделать как минимум мне шага 3, а ему 1. А подруга-то моя, цыганочка Роза, пошла со мной на работу, пока старшие уехали на заработки, там свои правила и законы. Этот идет на нас. Я толкаю ее спину с дороги на аллею и говорю: беги, зови на помощь. Сама понимаю, это все. Вся недолгая жизнь прошла перед глазами. А тот из-под спортивной кофты достает огромный нож и идет на меня. Я просто застыла. Но мои губы, точно помню, сами шептали что-то непонятное, но очень похожее на подобие, как у Инги, защитный круг. Люди, вы не поверите, но когда оставалось между нами около 1,5 метров, и нож был поднят надо мной, то его глаза резко поменялись. Честно, я не знаю, что он там увидел тогда, это теперь я догадываюсь. Но сначала он смотрел на меня, потом выше меня, за мою спину. Его глаза становились все шире и шире. Затем картина ужаса застыла в гримасе на его лице. Он начал отмахиваться руками и говорить: да ну тебя. И просто, что есть сил, начал убегать от меня. Я на деревянных ногах в прострации пыталась дойти домой. Хорошо, что все живы. В эту же ночь, через 1,5 часа, его словила милиция. Вот так проявляется помощь высших сил. И силы рода не иначе. Теперь послушайте меня. Если человеку не дано умереть, если человеку дано спастись,
если человеку на ум приходит, ведь я даю те заклинания, например, да, которые у нас в далекой памяти наших предков, подсознании, вот это в темных углах подсознания, она засевшая. И не каждый умеет этим пользоваться. И я даю эти работы, то, что каждый из вас, может быть, хотел бы произнести или когда-то произносил, но неграмотно, неправильно. Я вам говорю, как должно быть правильно. Но это не значит, что до меня никто не додумался кого-нибудь попросить о помощи. Вот это слово «помогите» или «кто-нибудь спасите» и так далее, это не просто сказано. Когда человек в лесу, на него нападают, и он понимает, что никого нет, но он говорит «кто-нибудь меня спасите». Это значит, у него подсознательно, его вот это внутреннее, вот это темное подсознание, память рода, генетики срабатывает. И он понимает, что надо попросить помощи тех сил. Не люблю говорить высшие силы и так далее. Сил нету высших, низких. Все силы одинаковые. Просто люди хотят обозначить более сильные такие, да, высшие иерархии сил. Так вот, силы в этот момент слышат. И если очень может быть, что этот человек увидел сущность, отмахнулся. У меня был такой случай. У меня был такой случай, когда человек, да, с собакой, когда я возила дельфинарий, цирки по России, театры и так далее, была администратором. И тогда не было такого, знаете, чтобы на карту кидали. Тогда мы возле банка шли, с банка забирали большую сумму. Надо было снять квартиры для артистов. Это достаточно большие 30-40 тысяч в 2000-е годы. Это очень нормальные суммы. И это мы с вами не думаем об этом, а они сидят, дежурят там, смотрят, высматривают таких жертв. И когда я вечером сняла, в принципе, уже, ну, скажем так, такой уже поздняя осень была, и иду домой с этой суммой, и в переулке подошел парень точно так же с ножом, встал и сверкнул. Он мне прям не показал, но я увидела, в руках сверкнул нож под этим фонарем. И я еще не успела ничего сказать. Я чувствовала нутром что-то нехорошо. Но, знаете, иногда я говорю, вот ты не слушай свой внутренний голос и проигрываешь. Иду, и вот он сзади меня. Как только он подошел, я тоже подумала, все, хана, трындец. Я еще не успела рот свой открыть, и лай собаки, кавказской овчарки. И он просто вот повернулся и умотал, улетел. Я думала, что кто-то выгуливает собаку. Я хотела повернуться этому человеку, сказать спасибо. Вообще никого не... Вообще тишина. Ни одной души не было там. Ну, вдалеке машины ехали и всего лишь. Вот. Некая сила, которая мне помогла. Сейчас еще другой случай расскажу. Может, это рассказывала, но я расскажу еще раз. Девушка, которая ехала со сменой. Любительница так вот... понавешать на себя все золото и так далее. Ну, молодость хочется показать всем и прочее. И села в автобус, ночная смена. Где-то ближе к 2 часам ночи последний автобус и едет, и говорит, поднимаются двое. И с такой рожей, знаете, протокольной, садятся напротив меня, и начинаю, значит, сверлить глазами, между собой переговариваться, и я понимаю, что они ждут меня. Они ждут меня, чтобы я вышла и чтобы меня ограбили. Я, говорит, еду, и у меня охладели ноги, прям одеревенели. И я понимаю, что у меня последняя остановка. Люди потихоньку выходят, уже остается несколько остановок, и моя последняя. И вот тут на последней остановке я выйду, и они меня просто убьют. А деваться некуда, дальше с шофером, куда мне ехать, что мне делать. И я, говорит, подумала, и смотрю на их пристальные взгляды, на мои украшения. Я так решила, решительно встала. И на предпоследней станции, на остановке, думаю, выйду с народом, будь что будет, все равно. Она говорит, я встаю и подхожу к дверям, чтобы выйти вместе со всеми. Передо мной 2 там бабки выходят, кряхтят потихоньку. И
Они, значит, не стали ждать и тут же ломанулись к последней двери и спустились вниз. И когда, говорит, последняя бабушка спустилась, и я уже хотела выйти, словно меня там кто-то удержал. Просто я окаменела, я не смогла пойти, и в ухо голос: «Не бойся, я с тобой». Закрываются двери, а автобус поехал дальше. Я, говорит, вижу глаза, их бешеные глаза, удивленные. Они подумали, что я их перехитрила. А на самом деле я просто хотела с народом выйти, некуда деваться мне было. А тут закрывается, и они за автобусом-то не поспеют, не побегут, потому что там еще ехать минут 40 до следующей остановки. Естественно, они не догонят. И они удивились, как я смогла выскочить из их рук. И, значит, я выхожу и на одном дыхании добираюсь домой. И от страха я пожелтела. На следующий день звоню, говорю, что я не пойду на работу. С этой смены я уволилась, она рассказывает. И после этого никогда не надевала золото, особенно ночью в таком количестве, когда я одна куда-то собиралась идти. Вот еще один случай. Да, если человеку не суждено, ему помогут. А если суждено, и он попросил, опять же ему помогут. Вот этот случай об этом и говорит. И вообще мой вам совет. Не стройте из себя Рэмбо и Шварценеггера. Если вам сказали, что в этом лесу или рядом с этим лесом или где-то еще были убийства, и там орудует кто-то, многие женщины вот так погибают из-за собственной глупости. Им говорят, а они: да, ничего не будет, да фигня это все, да ерунда, да все придумано. Еще есть такой момент, когда вам рассказали что-то, вот если бы они не знали про этого маньяка, он бы, может, и не встретился. Но есть такой момент, знаете, вызвать фантом, фантомный страх, притянуть. Вы услышали, вы идете, в голове крутите эти сцены. Блин, а как убивал он, а вдруг он сейчас каждый шорох вас пугает. Вы это призываете на свою голову. Много было моментов, когда люди, например, не знали об этом, проходили мимо леса, где там медведи ходят, где маньяки ходят, не знаю что. И как бы об этом не зная, они проходили. Потом, когда узнавали, у них волосы дыбом, у них руки трясутся от страха, они представляют, что с ними бы там случилось. Но они это не призвали, потому что они об этом не думали. Но слышать о том, что там маньяк, и его все ищут, и пойти через этот лес, я понимаю, конечно, что вы очень сильные бабы, но немножко надо мозгами думать, реально. Вас предупреждает судьба устами других людей, что там опасность. Понимаете? Вас предупредили. Это значит, вам дали понять, что вы можете погибнуть. Не ходи туда. Это же не просто так информация к нам приходит. А вы взяли, и вы такие крутые, поперли через лес. Естественно, он вам встретился. Давайте дальше. Моя мама умерла за 1,5 месяца до моего 25-летия, а мне очень хотелось отпраздновать свой день рождения вместе с ней. На похоронах я просила ее прийти ко мне в день рождения, и она пришла. Я лежала на диване, рядом сидел муж. Вдруг я слышу шаги, кто-то идет из кухни в комнату. В этот момент муж поднимается и подходит к входной двери, открывает ее, остается там несколько секунд. И в это же время кто-то присаживается со мной. Я видела, как вдавился диван, будто под тяжестью тела. И мысль, это пришла мама. Вернулся муж, объяснил свой уход тем, что услышал звонок в дверь. А я не слышала звонка, я слышала шаги. Тогда мне подумалось, что мама убрала его буквально на какие-то секунды, чтобы побыть со мной рядом. Прошло уже много лет, но эту историю я помню. А теперь послушайте меня внимательно. Никогда не призывайте умерших родственников или людей. Вот, хоть бы он там был со мной. Вот, как бы я хотела бы, чтобы она пришла на мой день рождения. Приходи хоть на день рождения. Не делайте этого по той простой причине, что ваши родные люди уже на том свете. На том свете свои правила. Это не та мама, которая была при жизни, понимаете? Это не тот брат, который был при жизни. У них уже совершенно другие правила. Они мертвые души. И они вполне могут вас забрать с собой. Не потому, что они плохие или хорошие, а потому, что
закон такой потустороннего мира, когда ты часто призываешь мертвых или хотя бы там хоть раз можешь сказать, смотря на сколько у вас связь была сильная, человек может вас забрать с собой. Если мама посещала сама по себе, это другой вопрос. Но если вы призываете, вы понимаете, нельзя призывать, нельзя. Это уже другие люди. Они не хуже стали или не злее стали, но они уже души. А души питаются энергией живых людей. Если вы призываете, то есть вы открываете завесу, у вас есть такая возможность открывать завесу. Почему мы жертвуем огню, почему мы кидаем в огонь, там, почему вино, значит, напитки и так далее. Идет запах в мир потусторонний, идет в этот тонкий мир, и духи радуются, что мы их помним. Так говорят и шаманы, да, в том числе. То есть, знающие люди это понимают, не знающим объяснять нечего. Мы кормим их души, мы призываем их, когда нам тяжело. Мы делаем ритуал, например, пуджа, да, призыв силы рода, призыв предков. Но это в такие моменты жизни, когда вам нужна защита. А просто говорить, вот интересно, а как же она себя чувствует, а вот пришла бы, показалось, вот я бы почувствовала. С такими вещами не шутите, потому что это может закончиться плачевно. Понимаете, были случаи, когда, призывая маму умершую и так далее, человек просыпался от того, что душит ее ребенка. И еле-еле спасла. Потом ребенок был просто, можно сказать, психически искалечен, и очень много пришлось ездить по врачам, чтобы восстановить эту психику и видения, которые были у ребенка. Вот о чем речь. А то, что они могут прийти, да, они могут прийти, это реально. Давай дальше. Это было где-то год назад. Я очень часто ходила за травами по просьбе бабушки и возвращалась ближе к вечеру. В один из таких вечеров я и начала видеть большого черного кота с зеленющими глазами. Он ходил за мной рядом, но не слишком близко. Я даже несколько раз пыталась позвать его, но он смотрел на меня такими странными глазами и уходил. И не обращал на это особого внимания. Ну мало ли чей-то там кот забрел сюда. Но как-то раз я пошла с подругой. Естественно, и про кота я ей рассказала. Как только мы пришли, я увидела его. Но вот она нет. И все это время я пыталась ей показать. Но как только она оборачивалась, он будто бы испарялся. Ну и на это я не обратила внимания. А он также продолжал за мной идти. И вот однажды я сидела дома. Была ночь. И так вышло, что у нас резко выключили свет. Я не испугливых, поэтому подумала, что это временные неполадки и скоро все наладят. И в этот момент я слышу шаги лап. И идут они до моей комнаты. И тут я перепугалась так, как вижу два огромных светящихся глаза, зеленых. И тут до меня дошло, что это тот самый кот. Так как дома котов у меня нет, и, насколько я знаю, именно так глаза у них не светятся. Но тут также резко включили свет. Никого не обнаружив, я пошла обыскивать дом. Кота, естественно, не было. Немного успокоившись, я, приняв все за усталость, ложусь спать. И уже в полудреме чувствую, как что-то улеглось у меня в ногах. Сон как рукой сняло. Я резко открываю глаза и смотрю в то место, а там ничего не было. Вот только место, где якобы было это нечто, немного промято, будто там только что спал кот. После этого случая я его больше не видела. Но было чувство, что кто-то ходит за спиной рядом, когда я шла через одно и то же место. А когда проходила его, то чувство испарялось. Хочу вам сказать, что иногда духи приходят в облике животных. Такое бывает. Рассказывали люди, что когда в 90-е работали на заводе, там ночная смена, постоянно грабежи, убийства, все такое. И одна женщина говорит, по этой дороге, как я выхожу из смены, на остановке меня, значит, встречает огромная собака, идет за мной до дома, и когда я уже захожу за калитку, значит, отворачивается и уходит. И она как-то пыталась этого пса покормить, он понюхал еду и не прикоснулся. То есть он делал это не ради еды, как ей казалось. В общем, эти годы прошли, эта собака буквально годами сопровождала эту женщину.
И в итоге она решила забрать эту собаку домой в благодарность. И нигде ее не нашла. Ходила, спрашивала, никто вообще понятия не имел, откуда этот пес был, вообще никто не видел его. И одна женщина, знакомая такая же, которая сменщица, она говорит, ты знаешь, я, говорит, как-то вышла, смотрю, ты идешь уже, ты опередила, идешь, и ты идешь с кем-то, разговариваешь там ласково. Я, говорю, даже не поняла с кем. А вот теперь ты мне рассказываешь, что тебя каждую ночь собака провожала. И я, говорю, у меня волосы дыбом, то есть я эту собаку не видела. Ты идешь и с кем-то разговариваешь, значит, ты с этой собакой разговаривала. Как понимать, что эта собака вроде была, ты видела эту собаку, а больше никто не видел эту собаку, понимаете? Так вот, очень может быть, что духи приходят в облике животных. Очень может быть, что духи используют настоящих живых животных для того, чтобы сопроводить человека. В нашей жизни живые существа, питомцы появляются не просто так. Они могут появиться в самые страшные моменты нашей жизни, когда нам просто не хочется жить, и до такой степени у нас отчаяние в жизни, что мы не знаем, куда себя деть. И вдруг там какой-нибудь котенок забрел к нам домой, кошка, собаку мы ни с того ни с сего взяли, решили забрать домой. И наша жизнь изменилась. И вот эта собака, кошка, это живое существо вывело нас из оцепенения, из трудностей. Это, в конце концов, нам есть ради кого жить, и мы несем ответственность, и, значит, это заставляет человека жить и ничего с собой не делать в самые отчаянные минуты жизни, потому что он взял на себя ответственность за живое существо, понимаете? Так что это могло быть все что угодно. Если это были моменты стресса, если это были тяжелые моменты жизни, очень может быть, что вот этот кот в виде духа определенного появлялся и защищал ее от чего-то, от чего она даже сама потом не поняла и не узнала. Но эта котяра от чего-то защищала, ну, то есть это нечто в виде кошки. Очень часто у меня после работы на кладбище, когда я фотографии делала, появлялись коты. И я помню, у меня брат отфильтровал снимок через какие-то там у них есть там оборудование. Да. И сказал, а кошки там нету никакой. Говорит, на фотографии есть кошка, а там нету, понять не могу. Там он не вышел просто, этот кот, и все. Вот понимаете, нету. Отфильтровала, а и кошки нету, кошка исчезла. То есть она просто камера один раз уловила, а когда уже это фото полностью обрабатывали, вот эта часть, которая не настоящая, вроде бы что-то такое призрачное, она исчезла. Так что такое тоже может быть. Давайте. Со мной произошел такой случай. Точно не помню, сколько лет мне было, но это был дошкольный возраст. Моя мама работала на сутках, а я спала с папой. У нас были небольшие комнатки. Напротив кровати стоял шифонер, лицом к которому я как раз всегда лежала. И вот я помню такой момент, когда я лежу под одеялом, вся мокрая от страха и боюсь выглянуть из-под одеяла. Лежала я так некоторое время, пока воздуха стало не хватать. Я по чуть-чуть начала стягивать с лица одеяло. И я вижу, как на шифонере сидит огромная птица, и, видя, как я выглядываю, тут же расправляет крылья и начинает лететь на меня. Я снова прячусь под одеяло. И так было несколько раз, пока от изнеможения я просто не уснула. На утро мои родители сказали, что это у меня была высокая температура, поэтому мне все померещилось. Дело в том, что когда у меня была очень высокая температура, и мои родители, бабушка, там, в общем, вся родня. Весна, село, никто не будет дома сидеть. Мне дали таблетку, и все пошли в огороде делом заниматься. И мне показалось вначале, что резко качнулся пол. Я не знаю, почему мне в тот момент показалось, что свинья поднимается по лестницам. Я еще первая мысль, по лестницам поднимается огромная свинья. Поэтому, значит, покачнулось все вокруг. Вот это не бредовая мысль, я до сих пор помню про эту свинью. А потом я чувствую, что потолок падает на меня. И начинаются звуки.
такие звуки, как, знаете, как под водой, как, в общем, шепоты, тысячи шепотов, там лица промелькнули. И я смотрю такими широко открытыми глазами, не могу понять, что происходит. То есть отупевший взгляд такой, как там, отреченный взгляд. И все вокруг плавает, и потолок падает на меня. Это сейчас я понимаю, что не потолок падал на меня, а я поднималась к потолку. Сразу как будто меня взяли и просто подняли к потолку. То есть я начала умирать. И это называется пограничное состояние, когда то, что ты в нормальном состоянии не видишь, ты видишь тот момент, когда ты перевозбуждена, когда ты между жизнью и смертью, когда у тебя очень высокая температура и тело борется, то есть воедино собирает все твое вот это состояние. Вот смотрите, что происходит у наркоманов. Пограничное состояние. У нас у всех есть определенный запас жизненной силы и энергии, который мы расходуем в течение жизни. Вот чуть-чуть израсходовали, снова взяли, как машина. Бензин заправляешь снова. Если взять и машину гонять несколько часов на самой большой скорости, что случится? Сгорит мотор, сгорит вообще машина, вся развалится. Вот представьте, вот есть, например, мощность мотора, там 350 лошадей. Берешь и гонишь там 7-8 часов, вот эти, до 7-8 не дотянет. Машина просто закончится. Так вот, эта вся скорость, вся мощность мотора, она рассчитана на определенные годы работы. И если что-то случается, его чинят, по новой везут и так далее. Точно так же человек. Чуть-чуть потратилась энергии, снова дополняешь, снова. Наркоман что делает? Когда в организм заходит яд, вся эта мощность, вся сила, вся жизненная сила, вся энергия человека собирается воедино, чтобы вытолкать этот яд. И в этот момент человек чувствует себя Богом. Вы представьте, за один раз вы вот всю жизненную энергию, которую собрали за всю жизнь, чтобы организм твой израсходовал, она резко все тебя выплескивает. И представляете, вот что вы чувствуете? Себя чувствуете сверхчеловеком. Вам становится так хорошо. Вы прям летаете. Да что такое? Вот это и есть кайф, от которого они потом отказываться не могут. Но первый раз кайф, второй, третий, и расходуется полностью потенциал организма. А дальше начинается следующий. Дальше они уже эту дозу ищут для того, чтобы не начались ломки, для того, чтобы они не страдали, потому что выворачивают буквально как кости, перемалывают через мясорубку. До такой степени больно. Так вот, вот точно так же происходит в пограничном состоянии. Когда человек умирает, у него вся сила жизни собирается воедино. Мозг начинает по-другому видеть, открывается завеса, которая всю жизнь закрыта, открывается видение, понимаете? И он может видеть невероятные вещи. Некоторые говорят, вот в аварию попал, дар открылся. Я не знаю, там током ударило, молния ударила, дар открылся, стал лечить людей. Нет, от таких вещей ничего не открывается. Оно активизировалось, оно спало где-то в подсознании. И этот очень сильный стресс активизировал, открыл это видение, и человек просто резко, вот все, что он должен был за всю жизнь потихоньку потратить и пройти, вот если ему было дано, генетически были у него в роду ведьмы, колдуны, он в один момент вот это все активизировал, и после этого он начал видеть или что. А мы говорим, вот там вот это вот случилось, и дар открылся. Нет, он просто активизировался, то уже было, спало, вот подсознание. Вот то же самое с этой птицей. Пограничное состояние между жизнью и смертью. Завеса падает, у нас у всех есть завеса, пелена. Мы не видим мир мертвых, мы не видим потусторонний мир. Я вижу, я могу видеть, но не всегда. В детстве видела часто, потом научилась это контролировать, останавливать, то есть видеть тогда, когда мне надо, иначе с ума сойдешь. Ну, с ума сойдешь. Вот так сидишь, и вдруг тени прошли, еще что-нибудь. Я буквально весной гуляли вот, и идем по кварталу, а там старый квартал, на этих старых домах, от времени вот это Бутовское село,
снесли эти кварталы и построили новые здания. И там гаражи, в общем, магазины и так далее. Я смотрю, старуха идет. Вот такая сгорбившаяся старуха идет там. И я так смотрю и говорю, сейчас эта старуха столкнется с машиной. Машины стоят прямо возле перил. Я говорю, сейчас эта бабка, блин, врежется. Как она идет-то, блин, через машину, вот прям уже на них идет. И раз, и она исчезла, как растворилась в этих машинах. Я говорю, я не поняла, что это вообще было. Да, и перила я не видела. Там было какое-то другое, что-то, другая картина, но машина стояла. И эта бабка идет. И эта бабка пошла в эту машину. Я обалдела. Я говорю, что, она ударилась в эту машину и пропала, что ли? Смотрю, нету никакой бабки. И тут вижу еще и перила. То есть я на секунду перенеслась в совсем другое время, понимаете? В другое время увидела то место, которое, может, было в 80-х годах, не знаю, без перил, без ничего, там открытая местность. И тут сразу в сознании совсем другое, меняется картина, и это доли секунды просто. И ты видишь и эту машину видишь, и перила, все, ты понимаешь, все, я здесь, я поняла, где я. Такой момент бывает у людей, у которых очень сильный стресс. Женщины, у которой там дочери поставили рак, и, в общем, сказали, что она жить не будет. И она выскочила из больницы, это старая Москва, и говорит, я не помню себя, иду по улице, вообще ничего не хочу ни слышать, ни видеть, все, мне ничего не интересует. И вот в этом состоянии она резко видит, что рядом идут эти коляски, лошади, женщины в таких широких шляпах, и все удивленно смотрят на нее. И она говорит, я подумала сначала, что я попала на эту территорию Мосфильма, и тут какой-то фильм снимают, потому что, как так вот, на центральной Моросейка, вот это, где мы были, современная Москва, и я попадаю в какой-то там 19 век. И я, говорит, ошарашенная, смотрю по сторонам, потом, говорит, резко повернулась и увидела опять шоссе, опять машины. Это было доли секунды. Но пограничное состояние вследствие очень страшного стресса у человека открывается как второе дыхание. Он между мирами оказывается. И он может видеть то, что при нормальной жизни, обычной жизни, он не увидит. Теперь понимаете, о чем речь? Я сейчас зарядку принесу, потому что она там сдохнет. А у нас еще истории есть в запасе. Ждите. Ян, я во время прямого эфира не стояла возле костра? Да даже если стояли, то только ноги ваши были видны. Не, я имею в виду, я не грелась возле костра. Нет, вы меня леете, подкидывали. Я пытаюсь вспомнить что-то такое. У меня тоже пограничное состояние началось. Нет, не боюсь оставаться. Ой, что тут бояться-то? У нас тут в этих двух домах полно мужиков, не переживайте. Если что. И нас защитят, еще морду набьют, и носы открутят кому надо, если надо будет. Так что не бойтесь. Так, сейчас включаю зарядку и продолжаем. У нас еще, да? Да. Так, сейчас перезагрузится. Секунду. Одну. Продолжаем, товарищи. Я подкину пока дров. Ты читай. Еще одна история. Я вышла замуж, мы с мужем жили в отдельной квартире, которую нам подарили родственники на свадьбу. Но эта квартира наводила на меня ужас. Какие хорошие Я не родственники. могла там спать и оставаться. В ней всегда что-то случалось, особенно краны могли открываться сами, начинала течь вода, а через некоторое время закрывались. Однажды муж уехал в командировку, а я с ребенком осталась одна. Ребенок долго не мог уснуть, но как только наступило 12 часов ночи, он резко уснул.
А в это время на кухне у меня там как раз на стенах были развешаны доски для резки продуктов. Было такое ощущение, что по ним кто-то стал стучать, а они от ударов тоже ударялись о стену. Я подумала, что мне сначала показалось, но потом стало все еще яснее. Сначала по одной доске стук, потом по остальным, как будто намеренно стучали по каждой доске. Я быстро оделась, ушла из квартиры и стала звонить своей заловке, чтобы та пришла ко мне переночевать. Тогда был уже почти час ночи, и кроме нее мне некому было позвонить, а точнее неудобно, даже маме. Ирония в том, что я стояла на улице ночью совершенно одна, а было середина 90-х годов. Но я не боялась, а зайти в собственную квартиру я боялась. Но я понимаю, что в квартире спит ребенок, и я не могу его оставить. Мне пришлось вернуться. Со слезами на глазах я открываю дверь, чтобы посмотреть, что с ребенком. Спит ли он, или его что-то могло разбудить. Я быстро забегаю в квартиру, заглядываю в комнату, убеждаюсь, что она спит в своей кроватке, и снова убегаю. Потому что если сравнить мое впечатление, то можно было сказать, что на моей кухне как будто черти танцевали. Там так все гремело, посуда, утварь, как будто пирушка ночная. Я закрывала дверь и стояла подальше от своей квартиры, и плача, дожидаясь заловку. Я просто ревела от беспомощности и ужасного страха. Тут приехала заловка, пошла смотреть кухню. Там полный порядок, ничего не говорило о том, что там что-то происходило. И полная тишина. Так я и не поняла, что это было. Во-первых, хочу сказать для тех, кто осуждает эту женщину, что вот ребенок, там оставила ребенка. Первая мысль в такой момент: не убежать себя спасти, а не напугать ребенка. Поэтому ребенка мать могла не разбудить. Не разбудить, чтобы ребенок не перепугался. То есть он не слышит, не понимает. Давайте вы не будете говорить то, чего вы не знаете. Никто из вас не знает в такой ситуации, как поступит. Это такое темное состояние подсознания, это такие темные углы подсознания. Никто из вас не знает, как поступит. Внутренне выскочит ли сразу от страха, или заберет ребенка, или подумает, может, мне это кажется, а ребенка сейчас разбужу и напугаю. Понимаете? Она все же не оставила ребенка, не убежала и не забыла о ребенке. Она просто дожидалась заловки и, естественно, побоялась ребенка вывести на эту опасную улицу в 90-е годы. Она подумала, ну пусть ребенок-то не слышит этого, хотя бы пускай спит. Если бы там были воры и убийцы, это понятное дело, что она бы ребенка схватила и убежала. Если бы там был пожар, она бы не оставила. Но в такой момент женщина обычно думает, ребенка просто напугаю. Он ничего не слышит, спит. Я ребенка напугаю. Сейчас разбужу, и у него будет еще больше страха. Теперь, почему при других они успокаиваются, а при этой женщине они продолжают эту свистопляску? Они ее не любят, выживают ее из дома. Они ее выживают из дома. И самое интересное, такие духи, они разумные настолько, что при других они тихие. Вот человек может прийти к вам, вы можете сказать, да только что стучали в стены, только что было страшно, только что там стучали в окна, да ёкало мене, ну я же не сумасшедшая. Они, ну ладно, хорошо, садятся и весь день с тобой проводят, абсолютно никакого, ни капли, ничего. Потом могут тебе посоветовать сходить к психиатру, потом могут посоветовать какие-то таблетки выпить, потому что что-то у тебя с головой не то, какие-то стуки слышишь и так далее. То есть они при других могут абсолютно просто притихнуть и сделать такой вид, что ты не в себе, что ты ненормальная. Да, их нужно задобрить. Их нужно задобрить, нужно оставлять там откуп, нужно оставлять вино, можно оставлять благовония, фрукты, потом их выкидывать, просить с ними, разговаривать с ними. Желательно вначале попытаться по-человечески с ними договориться, потому что я, например, в той квартире, в которой жила, духи были очень злобные.
Они меня просто выживали оттуда. И были очень страшные моменты, звуки, там нападения, в общем, всякое было, реально жуть. Но я поняла, что мне деваться некуда, я должна там жить, и я с ними подружилась. И в итоге вот эти все звуки, все это закончилось абсолютно. Стала тишина, я отдыхала, и уже меня тянуло в эту квартиру. Я приходила, я чувствовала себя как у себя дома. У меня было ощущение защищенности, и эта квартира меня действительно защитила от многого. И очень много мне дала, и я благодарна этой квартире, потому что я там, собственно, стала сильным человеком и известным человеком. То есть подружиться. Сначала начните дружить, не обязательно сразу угрозы. Там некоторые сразу бегут осветить, и тем самым еще больше злят их, потому что ничего не прекращается, но им приходится аж продать и убегать оттуда. Вот в чем дело. Давайте дальше. Как-то мы с моей маленькой дочерью сидели на диване и игрались, дожидая мужа с работы. Достаточно долго он не приходил, что я уже начала даже злиться. На улице уже темнеет. И тут я краем глаза вижу, как кто-то мимо меня промелькнул. Я думаю, ну, у многих было такое состояние. Я, отгоняя страшные мысли, подумала, что мне показалось. Но тут моя дочь встает, заглядывает за мою спину, потом садится обратно и начинает так сильно реветь, как будто ее кто-то ударил. Я ее еле-еле успокоила. У детей открыто видение, в отличие от нас с вами. У нас с вами видение есть. Помните, в детстве мы видели там тетю, дядю, говорили, нам никто не верил. Видели какие-то шорохи, звуки. Бывали моменты, когда мы очень сильно боялись. Вообще, вот сумерки наступают, мы закрываемся, сидим, у нас жуткий страх. Потому что дети видят потусторонний мир. Есть такой момент, когда младенцы лежа с кем-то играют, ручки тянут, хохочут, смеются. Мы не можем понять, что происходит, но ребенок видит. Взрослые говорят, играет со своим ангелом. То есть они гу-гу, гу-бу, там с кем-то разговаривают. У ребенка закрывается видение тогда, когда ребенок уже может сообразить, уже может понять, уже может объяснить, кто там есть. А для того, чтобы потусторонний мир не выдавал свои тайные секреты, как только у ребенка сознание уже крепнет, и он соображает, что это не человек, что это нечто такое может объяснить и вам сказать, у него видение закрывается. Вот именно поэтому люди больные, люди душевно больные, люди, скажем так, не совсем по нашим меркам нормальные, да, люди блаженные, они видят потусторонний мир, потому что они не могут описать, они не могут отличить духа от человека, для них все одинаково. Вот они увидели, вот стоит, вот там Вася, вот стоит, машет, и мы и все смеялись в детстве, что он дурачок, кого-то видит. А на самом деле он просто не может объяснить. Он не понимает, что это не живой человек, а нечто такое, чего мы не видим. И он удивляется на нас, смотрит удивленно, как же так? Ему там по 20 лет, мы над ним смеемся, потому что он дурачок, он кого-то видит, а он не может объяснить, что это такое, понимаете? Поэтому у него видение открыто, поскольку он блаженный, поскольку он неразумный, и он просто не опишет вам его, никак не поймете вы, что он там говорит, поэтому ему это дано. То есть считается, что он безопасный, ему можно показываться. Видят духов животные, которые вам никак не расскажут и не передадут, что они видели. Поэтому они им виднеются, потому что не боятся, что животные выдадут. Да, животные. Видят их дети неокрепшие, видят их, пока еще не могут объяснить, что вот ребенок увидел это нечто страшное, огромное, большое. И почему ребенок заревел и заплакал? Потому что он понимает, что это нечто такое страшное, но ребенок-то это воспринял как настоящего человека, который к ним домой зашел и что-то хочет с мамой делать, там обидеть. Да, ребенок увидел огромного роста, может быть, какого-то мужика страшного, клыкастого такого, со страшными глазами. И в сознании ребенка, что это кто-то пришел маму там обидеть или меня обидеть, и спасение нужно им двоим. Мама-то не видит, а ребенок увидел. Вот как ребенок может объяснить маме, что это дядя, вот это дух какой-то, привидение, там, посмотри. Нет, ребенок это воспринял как человека, и поэтому заплакал, испугался.
Испугался, потому что увидел опасность какую-то, исходящую от этого нечто. Вот и все. Дух ребенку дано видеть, тебе нет. Хотя внутреннее чутье тебе что-то подсказывает, потому что наше тело дает нам знаки. Вот если человек нам неприятен, мы говорим, на дух не переносит, наше тело дает знаки, что это будет подонок, что это будет нечто нехорошее. Вот мы сидим, или мы куда-то собрались ехать, да, и внутри какая-то тревога, и резко такая гусиная кожа, покрываешься, прям холодит, что-то неприятное ощущение. Наше тело дает нам знаки. Вот в воздухе летает вот эта информация, информационный слой, вот это огромное количество информации. И как только тело воспринимает эту информацию, через себя фильтрует, ему нехорошо. И мы говорим, что-то, с этим человеком мне нехорошо. Хотя там, ой, угощайтесь, кушайте конфеточки, чай, кофе. А у нас внутри неприятные ощущения, вот неприятные. Вот что-то вот холодит тело, что-то мутит нас, что-то крутит живот рядом с этим человеком. То есть информация, которая идет от этого человека, вычитывает наше тело, наш организм, и нам дает понять, что это нехорошо. Как там Екатерина Великая говорила, это не есть хорошо. Кстати, от нее пришло это выражение. Это не есть хорошо. Давай, Ян, дальше. После смерти моего папы я иногда оставалась ночевать у мамы дома. И вот однажды я только начала засыпать, как слышу шаги своего отца, поднимающегося по лестнице. А у него была своеобразная походка, которую я ни с кем не путала, потому что у него был радикулит, и он немного прихрамывал. Тем более дом уже был старый, и полы издавали скрип в определенных местах, на которые ступает нога. И по этой походке и звукам я всегда понимала, что идет папа. Я проснулась, подумала, ну не может же быть такого, он же уже почти как года 2 или 3 назад умер. Стало страшно, сон как рукой сняло. Но я все равно попыталась заставить себя уснуть, крутилась и вертелась. Через время я все-таки провалилась в сон. Теперь я уже слышу, как он ходит по кухне и направляется прямо к тому месту, где я сплю. Я снова встала, заглянула везде, никого нет. Опять я долго пыталась заснуть. В третий раз я четко слышала, как он зашел в зал, где я сплю. Мне стало так интересно во сне, я думала, странно, походка отца зашла, как будто женщина какая-то в белом. И тут я снова от страха проснулась, посмотрела на середину комнаты, где во сне стояла эта женщина. Но там я увидела своего отца, и это уже был не сон, потому что я проснулась. Это было всего лишь мгновение, но я запомнила его взгляд, и он был похож как на облако, как будто не человек из крови и плоти, а нечто туманное. Глаза были такие, с чувством сожаления и любви. У него не было ног, просто туман. Тут я от страха закричала и начала звать маму. И в этот миг, знаете, как лопается мыльный пузырь, так и он в мгновение исчез. Очень может быть. Родные люди, родные души, они привязаны к этому месту. Они могут прийти, если они соскучились, они могут прийти предупредить. Когда у меня дед умер, я на улице что-то делала, мне было 15 лет, и тут я слышу, как меня зовет он. Он меня звал с подвала, там, на Кавказе дома намного, проект немножко другой, второй этаж прям отдельно, первый внизу и подвал, как правило. Я слышу с подвала, с первого этажа, то есть одна часть кухня, подвал, вот так вот, планировка кавказских домов, нету там погреба. Я слышу, что меня зовет он, просто несколько раз прям очень так четко зовет меня туда, его голос. Я сорвалась и побежала, поскольку он умер всего-то 40 дней назад. Знаете, сознание еще не осознало, что его уже нет. Я подбегаю уже близко к подвалу, и тут моя бабушка хватает меня за руку и говорит: куда ты? Я знаю, да, слышу, что же зовет, но ты же, говорит, у тебя голова есть, ты же помнишь, что он умер. То есть то, что он называл меня, это слышала не только я, потому что бабка моя выскочила с кухни, увидев в окно, что я бегу к подвалу, она, значит, выскочила из кухни и меня схватила за руку. Знаете, я шла туда как в выступлении, вот не понимая, такое было ощущение, как будто меня из сна разбудили резко. Прям так стряхнули. Она говорит: ну слышу, я слышу, что зовет.
Ну, у тебя голова есть на плечах, ты забыла, что он умер? И вот тут я поняла, что я бегу на зов деда, а его нету. Ну, не факт, что я там добежала бы до подвала, и там что-то страшное, ужасное было. Может, ничего бы не было. Может, я дверь открыла, а там тишина и пустота, ничего нет. А может, увидела бы его, понимаете? Но как бы этого не было, скажем так, как бы этого ни было, но в любом случае это небезопасно, это нехорошо. Так вот, что касается вот этого момента. Да, она увидела облако отца. Моя тетка, когда очень страшную аварию попала, вообще попали всей семьей, дядя моя, бабушка и тетка поехали что-то купить на рынке, там выходные. Приезжает моя бабушка в срочном порядке, вся в крови, быстро схватила деньги, все, и поехали снова. И мы там не могли понять, что случилось. Оказалось, что возле оврага выскочил КамАЗ, и дядька мой повернул не в ту сторону. Дверь открылась, и моя тетка упала. Она упала, зацепилась одеждой за машину, и машина в буквальном смысле, просто ударяя ее о камни вместе с собой, вот так вот переворачиваясь, упала вниз с оврага. Хорошо, что не загорелась. Она была просто разбита вдребезги. До сих пор у нее нос еще не до конца исправили, и одно ухо не слышат. Сколько лет уже прошло. Страшные последствия. Она умирала. Мы сидели с моей прабабушкой, выключили свет на балконе. Я помню такой этот момент, когда мы сидим, значит, внизу, и она собрала нас, знаете, как наседка, собрала цыплят. Мы сидим, она там шалью нас укрыла, 7-8 детей. Мы молча сидим и ждем, чтобы они приехали, сказали, жива она или нет. Потому что бабка моя сказала, что никаких шансов для ее спасения нету. Но мы подождем. И вот этот голос совы, не совы даже, сова, она обычно говорит «сплю, сплю», орет, да. Я раньше думала, там, когда маленькая была, я показываю пальцами, говорю, там русский на дереве сидит и кричит, что он спит. И вот он «сплю», такой злобный, знаете, рассердитый такой «сплю». Мешали ему спать. Сыч, наверное. Пу, пу. Вот так, вот этот вот голос этого сыча. И вот мы сидим, и тут ворота открываются, и мой двоюродный брат, вот тетки моей сын, бежит и кричит: «Моя мама умерла!» Блин, вот этот момент ненавижу. Он просто перепугался, он подумал, что они пришли сказать, что ее нету. Так вот, она сказала, когда она очнулась, за ее жизнь боролись, она была врач этой же больницы, и за ее жизнь боролись. Может быть, если бы он не был... Да. Если бы он, скажем так, она, если бы не была врачом, может быть, и, знаете, махнули рукой и сказали бы, ну не стоит человек с таким вот страшными увечьями, ну, пускай уходит. Поскольку она была там одна из врачей, за ее жизнь ее коллеги очень сильно боролись, и она выздоровела, вышла. И она сказала, на секунду, когда она была в коме, она на секунду открыла глаза. И тут врач, находящийся рядом, сказал: «Ой, слава Богу», побежала за другими врачами, но она снова отключилась. Но до того, как отключилась, она говорит: я открываю глаза, и тут вот эта вот женщина бежит, вот слава Богу, кричит, выходит в коридор ночью. И она остается совершенно одна. И это были 90-е годы. Это не то время, когда медицина была на высоте, это там все вручную делалось. Она убежала в коридор, и я, говорю, вижу, вот как здесь описано, нашего деда в облаке таком. Смотрит на нее также вот с такими же жалобными глазами и говорит: будешь жить, не бойся. Отвернулся и ушел. И все, и она на утро проснулась. То есть очнулась, и сказали, кризис миновал, ночью могла умереть. Уже, никакой надежды не было.
Вот, собственно говоря, или у этой девушки в этот момент, если она вспомнит, может, развод был, может, очень тяжелая ситуация. Обычно они приходят, когда слышат, как ты плачешь, как ты переживаешь, вот внутри, в семье что-то страшное. И духи наших родных и близких приходят, как бы приходят забирать это все плохое, и заодно нами являются. Но нам всегда кажется, что мы в полудреме. Вот понимаете, как вот нет такого описания, что вот я прям сижу, и вот я вижу, он ходит, и я такая вся трезвая и нормальная. Я это все чувствую. Нам все время кажется, что мы спим между мирами. Потом, когда анализируешь эту ситуацию, ты понимаешь, что ты не спала, что это реально ты, чувствовала, слышала, и это правда была. Ну, такое полудремное, отключенное состояние, когда ты расслаблена и сознание твое расслаблено, они приходят. Что там еще, Ян? В родительский день многие ходят на кладбище, но и я была не исключением. Мы посещали могилу тетушки. Тут к нам подходит бабушка и подает пакет со словами: «Вот, мол, возьмите, не хочу нести домой». Я уже точно не помню, какие причины она назвала, но я взяла этот пакет, подумав, что, может быть, она пожилой человек, и ей тяжело нести. И я, не подумав, взяла, но я в него не заглядывала. Тут сестра выхватила у меня этот пакет и отругала, мол, нельзя на кладбище ни у кого ничего брать. И мы просто оставили пакет на могиле, поехали дальше на могилу к моему отцу. Я понимаю, что больше не могу находиться на кладбище, мне становится дурно, душно, мне нечем дышать. Я просто взяла и вышла из кладбища и стояла у калитки, ждала остальных. Мне стало легче. Дальше мы приехали домой. Я помылась, потому что хотелось смыть с себя всю эту энергетику. Легла спать. Ночь была обычной. Утром просыпаюсь, смотрю, у меня на телефоне снимок непонятный. Хотя я не любитель делать никакие фотографии. Я открываю этот снимок и вижу себя, но не видно лица. Я просто узнаю себя по силуэту. Мои плечи, мое окно, которое в зале, как будто я сижу спиной к окну. А на месте лица как будто какая-то черная дымка. Я сразу испугалась и удалила эту фотографию. Но неприятный осадок остался. Во-первых, никогда нельзя брать ничего, если тебе говорят, сложно нести, или вот возьмите, помяните того-то, если вы не знаете этого того-то. Постучали в дверь и говорят: здравствуйте, вот мы ваши новые соседи, мы хотим со всеми знакомиться, уж не откажите, возьмите блины, там, вот, угощенница, не знаю, фрукты и так далее, и так далее. Не позарьтесь на такие вещи. Я знаю случаи, когда приходили и говорили: ой, по нашим традициям, там, по традициям грузин, армян и так далее, мы должны новым соседям раздать, значит, эти деньги, доллары, вот так у нас принято, чтобы в новом месте у нас было достаток, и они могут вытащить и дать, например, $300. И у человека большой соблазн взять эти деньги, сами понимаете. В церкви могут оставить прям веером деньги, на улице. Это, конечно, очень хорошо. Но я знаю случаи, когда женщина вот так вот взяла деньги, данные бабушкой, которая сказала: я там клялась, мол, если моя дочь спасется от операции, я должна вот эти деньги отдать случайному человеку. Она сначала думала, это какое-то мошенничество, боялась брать, а потом: нет, берите, пожалуйста, я Господу Богу дала обет, вы там и так далее. И она взяла эти деньги, а там было $3000, что ли, в этом роде. Бабка сучила эти деньги и пошла. И через некоторое время, говорит, иду такая вся веселая домой, думаю, холодильник купим, это, то. И вдруг резко отнялись у нее ноги. Она упала посреди дороги. Подошли, подошли люди, узнали ее адрес, отвезли ее по адресу. Ночью вызвали скорую, и вот так каждый божий день скорая, скорая, скорая. Когда я смотрела эту женщину, я увидела, что там просто у этой бабки дочь инвалид. То есть у нее время от времени отнимаются ноги. Ей нужны очень дорогие процедуры, постепенно восстанавливать. И просто бабку научили, как скинуть на людей. Она это делает. Она просто через некоторое время скидывает на людей. Дочка встает, и она всем говорит, что вот после очередной процедуры у дочери все хорошо. Это перекид. И она на это денег не жалеет, потому что перекиды, болезни, смерти и прочие, они происходят за счет большого откупа.
никогда не берите ничего. Скажи, идите, отдайте другой женщине. Даже если там 10 тысяч долларов, вы не представляете, что вы заплатите за эти деньги. Понимаете, чего вы лишитесь за эти деньги. Когда алкаш, который, пропил деньги, которые жена дала для ребенка на день рождения, торт, купить еще что-нибудь, и он пошел и пропил эти деньги. Приходит домой, жена говорит, там, урод, скотина, там, будь ты проклят, у ребенка день рождения, а ты даже торт не купил, все пропил, и он, значит, в пьяном угаре выходит, идет на кладбище, чтобы дальше продолжить пир, там, взять водку, коньяк, который оставили на могилах, и видит куклу на могиле богатой девочки. Родители принесли очень красивую куклу. Вот эту куклу он схватил, принес и отдал своей дочке. И дочка заболела жутко. Но при этом говорила, что каждую ночь приходит злая девочка и говорит, отдай мне мою куклу. И она чуть не умерла. Врачи не могли понять, в чем дело. И одна цыганка сказала, вот откуда ты эту куклу взял, туда и отвези, козел, и положи обратно. И он там не смог поехать никуда, он просто объяснил, где. Жена взяла эту куклу, доброй ночи, отвезла с цветами, отвезла с конфетами, с просьбами и так далее, с умолением. Эту куклу отдала обратно, и после чего дочь резко выздоровела. Вот такие моменты происходят. Это откуп. А то, что она себя увидела, это просто, знаете, некий такой мистический коридор. Опять же, от реальности ушли, и может быть, эта камера зафиксировала тот момент, что у нее может произойти. Вот она отвернутая спиной, то есть перевернутая жизнь, то есть проблемы в жизни, нечто такое нехорошее, что может с ней случиться после этого. Было бы хорошо, если бы она отчитала себя потом. Потому что такие вещи, они бесследно не уходят. Если они не подействовали очень сильно, потому что оторвали это, да, обратно положили на кладбище, то это не значит, что оно бесследно исчезло. Наверняка что-то забрало. Или здоровье, или работу, или что-нибудь. Она все равно чем-нибудь заплатила за эту ошибку. И что там дальше? Много у нас еще историй? 3. 3 истории. Ну, нормально. Успеем 3 истории. Эта история произошла перед смертью моего отца. Лето, жара. Мы с мужем спали на подушках на полу, чтобы хоть как-то не умереть от изнывающей жары. Я лежу и чувствую, как на меня что-то навалилось и душит. А тогда нам, чтобы не пугались, говорили, что это типа язык может западать и тяжело дышать. Надо перевернуться на живот. Ну, я перевернулась, думаю, наверное, правда такое. И чувствую, как муж меня прям так придавил силой, что мне снова дышать стало сложно. Я тут поворачиваюсь, говорю, ты что, мне же неудобно. И вижу, что он спокойно спит и даже не шевелится. А это нечто скользнуло вниз, маленькое, и маленькими ручками меня схватило за щиколотки и стало тащить вниз с подушек. На тот момент я могла читать только «Отче наш», который, наверное, читали все, не зная больше ничего. Но это маленькое нечто маленькими шажочками побежало прочь. Так вот, я вам рассказывала о мужчине, который дикий, необузданный человек, психически больной, который жил еще во времена Советского Союза. Одним словом, этот дикарь убивал девочек, которые рожала жена. Не хотел. Но поскольку это такое, знаете, глухое село и так далее, короче говоря, он просто брал и со всей силы выкидывал куда-то этого ребенка, если узнавал, что родилась дочь. С большим трудом 2 дочерей смогли спасти. Послушайте, вас спас не Отче наш, вас спасло вот это состояние, что вы резко, знаете, поверили в то, что вас сейчас что-то защитит. И вот эта вот уверенность, эта вот сила исходящая, она просто приостановила, не более того. Так вот, вот этот мужчина был чабаном, я думаю, что никто не удивится его профессии, в горах. И ночевал один, огромного роста, никого не боялся, собаки рядом. То есть это не тот человек, который там сыкун. Один ходил, там курировал, смотрел ночью колхозные поля, дежурил и так далее. И он, значит, спал в этом доме в горах,
для чабанов, там разводили огонь, жарили чего-то, закрывали скот, и там и ночевали. Обычно скот вот все лето держали в этих горах. Это в советское время тоже так было. Сдавали норму. И он просыпается от того, что вот такие маленькие существа, черные, тащат его вниз и уносят куда-то. И он начал от них отмахиваться, он начал кричать нечеловеческим голосом настолько громко, что внизу ночующие его как бы сотоварищи поднялись наверх, открывают, и они видят этих черных существ, которые тащат его. Они просто его, видят черные тени, и он прям в невесомости орет и брыкается, и кричит там, так орет, как будто режут, знаете. И они начали кричать, махать, в общем, бить там в кастрюле, все такое, и они его спасли. После чего он спустился с этих гор и очень долгое время не мог работать, заболел, чуть не помер от этого состояния. И поклялся, что никогда в жизни он руку не поднимет ни на жену, и больше никогда в жизни не будет решать жизнь своих детей, дочерей рожденных. Он прекратил это делать. Понимаете, теперь представьте, как его душу будут таскать туда после его смерти. Вы только представьте, как он после смерти это все увидит. Там уже спасения не будет. Так вот, дорогие друзья, вот эти черные сущности, они как раз из темной воронки. И если они селятся в жизни человека или в доме человека, их надо отчитать и убрать. Они будут постоянно мешать. Бывает, что иногда они, проходя, знаете, как через вот эти вот порталы, могут как-то с человеком встретиться, и эта встреча запомнится на всю жизнь, никогда не забудется. Только один момент расскажу. Недавно читала прислуга в доме Пороховщиковых. Она говорит, всю ночь мне снится такой сон, что душа Лены, ее звали, да, которая повесилась, да, жена Пороховщикова, что ее душа кричит, пытается вырваться из стен дома, а темные силы ее держат и не пускают. Вы можете представить, какая страшная вещь, она же приходит к ним во сне. То есть ее этот поступок был очень неправильный. А вообще есть дома убийцы, есть дома, которые засасывают просто человека, и человек не может вырваться из этого болота. Он умирает. Они с ума сходили, она изначально уже с ума сходила в этом доме. То видела там девочку какой-то там и говорила, ой, это нормально, нормально, это наша девочка, она часто приходит. Потом говорила, этот дом собирает души. Собаку свою на балконе. Да, собаку свою на балконе похоронила. То есть у нее уже потихоньку съезжала крыша. Мне кажется, что это были первые симптомы того, что надо было с этого дома убегать. Они дальше и дальше там оставались. Я не сужу ее и не знаю, что там происходило, но это были явные сдвиги и очень страшный финал, собственно говоря. Сейчас этот дом вообще пустой, и туда там бомжи заходят. Да, и ночуют. Не всегда, знаете, старинный дом, который с радостью покупается, есть как бы оплот спокойствия и хорошей жизни. Это просто престижно. Представь, там частный дом в центре Москвы, такие все блатные, крутые, а в итоге что хорошего? Вообще ничего. Давай. Эту? Угу. Давай. Эту историю я пересказываю со слов моей матери. Ей было 19 лет, и она была беременная мной. Они с моим отцом жили в однокомнатной квартире. Отец тогда много работал, иногда в 2 смены, и мама по ночам часто бывала одна. Началось все с того, что на кухне гремели посуды, были шумы и шаги. Мама спала со светом. У нас был светильник в то время, который включался от тепла рук. Так вот, ей этот светильник постоянно включали. Она включит, ей сразу выключают. И так постоянно. Не давали покоя вообще.
Было дико страшно. Мама просила не пугать ее, призывала к совести, говорила вслух: «Что вы делаете? Как вы смеете? Я же беременная, не пугайте меня». Но было только хуже. В такие дни мама выбегала из дома в ужасе, в чем была. Благо, что рядом жила ее свекровь. Бабушка посоветовала моей матери, конечно же, ходить в церковь и отстаивать службы. Мама с огромным животом отстояла одну. Улучшения, естественно, не последовало. Почему-то считалось, что если послать матом, то злая сила уйдет. Мама посылала, тогда уже во сне ей сказали, что хорошо, я, мол, уйду, но можно я оставлю у тебя своих кошек? Мама согласилась, так как очень любит животных. И говорит, теперь по квартире начали сновать черные кошки, летала какая-то нечисть. Причем мама говорила, что начиналось все с полуночи и только в те ночи, когда не было отца дома. А в одну ночь, когда отец по просьбе матери остался дома, ночью мама почувствовала, что к ней приближается что-то или кто-то. Ощутив запах старости и старческой одежды, она увидела пожилую женщину, которая шла к ней. Мама начала будить отца, ворочать его, но женщина сказала ей, что это не поможет, он не проснется. Она сделала так, что он будет крепко спать. Она начала душить мою маму. На утро остались следы от ее пальцев. И так продолжалось до той поры, когда в очередной раз от испуга у нее отошли воды. Родилась я, в итоге раньше срока. После долгих тяжелых родов выжила чудом, так как очень долго была без кислорода. Естественно, нервы у нас с мамой у обеих расшатаны после всего этого. Она говорит, так сердце колотилось, так за тебя переживала, тебе тоже было страшно, а сделать ничего не могла. Девочка 19 лет никогда ни во что и ни в кого не верила, а теперь верит. Это последняя у нас история? Последняя. Я вам хочу рассказать вот именно насчет того, что рядом человек не просыпается. Когда я жила со своим первым мужем, ночью я почувствовала, что кто-то ходит по постели. Ну, мне показалось, он, может, встал, хотя никогда через постель он не прыгал, но у меня такое было ощущение, ну, может, он встал как-то, переходит через меня, куда-то идет. В туалет, например, извиняюсь за выражение. Я просыпаюсь, я вижу, что он спокойно спит, и никого нет. То есть ничего такого нет. Подумала, что мне показалось. Отключилась спать. Я была беременна тогда. Чувствую, что в доме какое-то движение, то есть в комнате, какие-то звуки. Я открываю глаза, хлеб прям идет вот так вот по столу по одной линии. И нож крутится просто натурально, нож. У меня эта сцена перед глазами. Я много чего видела, но тогда я была просто молода и, скажем так, еще мало столкнулась с потусторонним. Если даже сталкивалась не настолько и воочию, и открыто. И я чувствую, что мне просто становится плохо. У меня полуобморочное состояние от страха. Меня колотит. Я начинаю его будить. Я его просто когтями изуродовала, но он не проснулся. Он не проснулся до того момента, пока я его не укусила за плечо от страха. И он вскакивает. Я говорю, смотри туда. Ну, естественно, он заматерился, видя это все, потому что перед нашими глазами хлеб шел по одной линии, вот просто вот так двигался по столу, и нож очень сильно прям крутился со всей силы. На утро я в этой комнате нашла крест, которого никогда там не было абсолютно. Я выкинула этот крест, но его вообще трогать было нельзя. Но я его выкинула. Железный крест он появился. Никто в нашу комнату ночью не заходил, никого не было. Это не первое столкновение с потусторонней силой, потому что с детства я это все видела, чувствовала, но самое такое явное и откровенное. Теперь, что касается этой женщины. Как я и говорила, эти силы при других могут вообще утихомириться, либо человек просто не проснется. Что это было? Это очень может быть, что этих людей пытались развести и отправляли в жизнь этой пары определенных духов. Для того, чтобы ребенок не родился, чтобы выкидыш был, чтобы они разошлись, эти люди молодые, понимаете? А для этого была сделана очень сильная работа.
может быть другой женщиной, для того, чтобы у них семья разрушилась, чтобы ребенка не стало вообще. То есть всеми силами мешали рождению ребенка. И я вам скажу, что у этого человека, этой девочки, которая уже женщина наверняка, тоже жизнь могла сложиться очень плохо, потому что если до ее рождения так проклинали и мать, и так пытались уничтожить, и так пугали, запугивали, то, скорее всего, это и перешло и на нее тоже, ее судьба тоже сложилась не очень. И это, скорее всего, отправленные силы. Это не живущие в этом доме. Это направленные, целенаправленные, отправленные силы, которые отправляют в жизнь человека. И вот они способны испоганить, испортить жизнь, то есть человека, испортить, не просто пугать. Они же, их цель была в чем? Чтобы она не родила, чтобы у нее ребенок умер, чтобы выкидыш случился, и в итоге она, эта сила почти добилась того, что ребенок все-таки родился раньше времени и могла погибнуть, не выжить, понимаете? То есть это говорит о том, что это целенаправленно отправленное проклятие определенными силами, которые являлись, пугали, просто доводили ее. И если бы это были духи, которые жили в этой комнате или там, ну, в этом доме изначально, то кроме нее еще кто-нибудь их бы видел. В любом случае. Или услышал, почувствовал. Но никто, даже в тот день, когда муж был дома, и он мог хотя бы чем-то помочь, он отключился настолько, то есть не дали ему проснуться, чтобы ее просто так мучить. Так что нужно искать в этом случае корни в другой женщине, которая наводила это все. Вот так вот, да, вот до такой степени реалистично и страшно могут духи прийти в жизнь человека и поганить ему жизнь. И причем пока не уберет сильный человек, ничего с этим не поделаешь. Так. Ну что ж, Да, это спокойной правильно. вам ночи. Это все правильно. Есть у армян такая традиция, что беременные женщины не выходят ночью, не удаляй, оставь. Это я просто поняла, о чем речь. Тут ничего такого нет. Не выходят ночью, чтобы их черные силы не навредили. Это есть, да, такая традиция. Я просто увидела и поняла, кто это пишет. Иначе бы я удалила сама. Так, что? У нас есть еще истории? Могу еще одну прочитать. Давай последнюю. Пока время есть. Это было лет 15 назад. Тогда я работала в деревне. С нами работал мужчина, дядя Валера, сторожем. Однажды он пьяный уснул с сигаретой и сгорел во время дежурства. Естественно, это ЧП. Проверки, то, сё. Вот заведующий прибежал с журналом по технике безопасности, чтобы мы расписались. Но мы расписались. И стоим, вспоминаем про него, что говорил, что делал в тот день. Сторожились сутками, и они там кушали. Его бокал стоял на столе. Только хотели уйти, этот бокал упал со стола и разбился. Я говорю: ой, душа дяди Валеры с нами. А наш заведующий так испугался и убежал. Это случилось через 2-3 дня после его смерти. Вот такая история. Если человек только умер, в этом месте, естественно, его душа пока есть. 9 дней, может, 40 дней. Поэтому в этом помещении против него желательно ничего не говорить, никакие гадости не говорить и прочее, прочее. И если заведующий, скажем, нелицеприятно отозвался о нем, об этом человеке, очень может быть, что он просто показал свое недовольство этим. А теперь я пойду на зарядку поставлю, потому что у меня этот телефон просто сдохнет. Приду и закрою прямой эфир. Пока вы там переписываетесь. Дядя Валера с вами, ребята. Я не могу над вами. Надо прикалываться. Чё вы, блин, такие вечера тратите? Зря.
А мне кажется, я читаю, у меня детский голос какой-то. Я репетировала, между прочим, хотела каким-то другим голосом говорить, но не могу. Так, на сегодня у нас мистических историй достаточно. Но, в принципе, я думаю, что почему я в конце комментирую, чтобы просто стало понятно, о чем речь и с чем это связано, то есть прояснить как можно больше. Я думаю, что это нужно, потому что просто рассказывать без объяснений, оно, конечно, интересно, но все же хочется понять, что там происходило и о чем речь. Всем спокойной ночи. Пишите еще истории, конечно. Да, пишите, Яне, она озвучит, и я, естественно, объясню, что к чему и откуда. Все. Всем удачи, спокойной ночи и спасибо за мистические истории. У тебя сигарета виднеется. Ой, Да, все это застукали мы ее. Короче говоря, такая вся послушная девочка с сигаретами. Да ничего страшного в этом нет. Я считаю, что дело не в этом, а дело в качествах личных человека. Все. Всем спокойной ночи.